Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Борис Леонидович, главарь немецкого энергорегулятора, призвал немцев экономить газ, а соседние страны, получающие голубое топливо из РФ, проявлять бдительность. Борис Леонидович, о какой экономии речь? Российский газ же заместили полностью. Ой, ну давайте посмотрим, с чем связан призыв. С одной стороны, рекордные показатели по загрузке подземных хранилищ газа в той же Германии 91,5%, действительно рекордная отметка. Если брать среднее по всему Европейскому Союзу, более 90%, или в абсолютных единицах 99 миллиардов кубометров из 108 имеющихся. То есть, казалось бы, о чем волноваться, все в полном порядке. И, вероятнее всего, с этим связано то, что последнюю неделю загрузка регистрационных терминалов опустилась до 30%. То есть СПГ уже не требуется, уже на самом деле какая-то уверенность в завтрашнем дне ощущается. Что может тревожить руководителя энергорегулятора, та фамилия, которую мы все легко можем запомнить, Мюллер? Близится сентябрь. Сентябрь – это традиционное время проведения планово-предупредительных ремонтов на месторождениях Норвегии. Когда-то больше, когда-то меньше, но в течение пары недель не исключено, что поставок по магистральным морским газопроводам Европайп-1, Европайп-2 просто обнулятся. Если брать показатели Норвегии, то достаточно продолжительное время, по-моему, уже больше 10 лет, объем поставок порядка 110 миллиардов кубометров в Европейский Союз, плюс-минус пару миллиардов кубов. Норвегия, конечно, была бы рада укрепить свое лидерство. Она сейчас является крупнейшим поставщиком в Евросоюз после выхода из строя, так скажем, «Газпрома». Но не получается. Крупные месторождения открыты достаточно давно, они на поздних стадиях выработки, открываются новые, но они небольшие. То есть новые небольшие месторождения после ввода их в строй компенсируют потери на крупных. Поэтому объем поставок более-менее стабилен, увеличить не получается, главное не уронить. Сейчас, если смотреть на данные Гизметео, в Европу пришла очередная волна жары, и, вероятнее всего, что может совпасть отсутствие поставок из Норвегии с повышенным расходом газа для генерации электроэнергии. Может быть, тревога связана именно с этим. Может быть, Герр Мюллер тоже внимательно следит за событиями в Курской области и подозревает, что могут прекратиться поставки по Уренгой, Помара, Ужгород. То есть через ту самую газоизмерительную станцию Суджа. Если кто-то любит мистические фильмы, то это тот самый случай. Если мы наблюдаем фотографии, которые публикуют западные издания, которые им поставляют западные же журналисты, незаконно проникающие на территорию России, там руины от газоизмерительной станции Суджа. Ну и по отчетам «Газпрома» все в полном порядке. Объем поставок не меняется, порядка 42 миллионов кубометров в сутки продолжает проходить. И по данным оператора газотранспортной системы Украины ничего не изменилось. И по данным ассоциации НСУГ, компания, не компания, это ассоциация компании операторов газотранспортных сетей, ничего не изменилось. Но поскольку боевые действия, к сожалению, продолжаются, нельзя исключать того, что в какой-то не самый прекрасный момент эти поставки будут прекращены либо самим «Газпромом» ввиду нарушения всевозможных правил безопасности, либо ввиду того, что газопровод просто перебьют во время боевых действий, можно ожидать всего. В этом случае действительно может совпасть отсутствие поставок из Норвегии и прекращение поставок газа через газотранспортную систему Украины. Может быть, Герр Мюллер беспокоится именно об этом. Сказать сложно. Может быть, вот таким образом психологическая подготовка идет к тому, что в декабре заканчивается договор транзита между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Напомню, подписан в декабре 2019 года на 5 лет. Осталось совсем немного. И получается, что именно в отопительный сезон поставки могут быть прекращены.
Германия, которая заявила, что она заместила российские поставки, на самом деле речь идет не только о замещении, но и о значительном снижении объемов потребления. Я думаю, что многие из вас видели, читали, слышали о закрытии энергоемких предприятий, о той проблеме, которая возникла у химической промышленности Германии. Такой газ можно уже и не перерабатывать, потому что себестоимость настолько высока, что с конкурентами справиться невозможно. Выгоднее либо сократить объемы производства, либо постепенно заниматься поисками лучшего места под солнцем. Такие же проблемы у металлургов, у цементной промышленности, у бумажной промышленности и так далее, и так далее. Спрос падает, можно действительно рапортовать о том, что зависимость от России в разы снизилась. Но поскольку в соответствии с пожеланиями Европейской комиссии в Европе биржевое ценообразование на природный газ, отсутствие российского газа может привести к росту цен во всей Европе. И, разумеется, это будет влиять напрямую и на ситуацию в самой Германии. Понятно, что Уренгой, Помар и Ужгород – это прежде всего поставки в Словакию, Чехию, Венгрию, Австрию. Казалось бы, причем здесь Германия, но просто вырастут общие цены для всего Европейского Союза. И, разумеется, для того, чтобы цены так не колебались, постараться подойти вот к этому рубежу, когда исчезнет российский газ по Уренгой, Помар и Ужгород с подземными хранилищами, заполненные на 100%, и еще немножко вот здесь в трехлитровую банку тоже надышали. Может быть, вот так. Ну, как всегда, есть оптимальные варианты выхода из ситуации. Вернуть в строй на полную мощность угольные электростанции, тем самым снизить потребление газа, или закрыть еще какое-то количество заводов, чтобы они не мешали проходить отопительный сезон. На самом деле все, ну не все, но очень многое зависит от того, какой будет зима в Европе. Предыдущие две были теплыми, значительно выше температуры по сравнению со среднемноголетними нормами. Ну, как сложится в этом году, сказать сложно. Будем наблюдать, будем надеяться, что в Германии все будет хорошо. Пока там не происходит сокращение населения, люди никуда не бегут, значит, несмотря на то, что ситуация экономическая не слишком веселая, у населения панических настроений нет, все еще в порядке. Так что можем пожелать им мягкой зимы и дальнейшего следования по выбранному пути, зеленому, красивому. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Борис Анисович, а как у соседей дела там? Австрия то собирается отказываться от российского газа при зависимости под 90%. А как там у французов дела? И что вообще на рынке происходит с этими ценами? Ну, то, что цены выросли, это мы все видели. Если считать ситуацию с газоизмерительной станцией Суджа некой летней репетицией того, что предстоит пережить зимой, ну, как бы ничего выдающегося мы не увидели. Я напомню, что прошлым летом произошла авария в Соединенных Штатах на заводе Freeport LNG. Объем поставок с него европейские компании забирали порядка миллиарда кубометров газа в месяц, если пересчитывать на обычное состояние. Если смотреть на статистику поставок через Суджу, в прошлом году было поставлено немногим более 13 миллиардов кубометров, ну, то есть тоже порядка миллиарда кубометров газа в год. В этом году чуть побольше, но сопоставимые величины. Прошлым летом цены поднялись где-то на 10-12%, и сейчас они поднялись на 10-12%, вниз не опускаются, хотя, как я уже говорил, поставки через Суджу продолжаются. Я думаю, рано или поздно мы узнаем у «Газпрома», как, собственно говоря, это происходит. Газоизмерительной станции, судя по фотографиям, просто нет, но, тем не менее, поставки есть. Что касается Австрии, я думаю, что правильнее... Давайте вспомним, как проходил маршрут
Северного потока по территории Европы. Не морская часть, взорванная по приказу из США, а именно наземная. На берегу в Грайсфальде уходили две нитки, одна на север в сторону Гамбурга, Нел, и одна вглубь Германии до границы с Чехией, по Чехии снова в Германию. Там географически так складывается, что обход по контуру границы был бы значительно более продолжительным. Территория Чехии как бы вклинивается в территорию Германии. Тут она прошла напрямую. Там была возможность отбирать газ для самой Чехии. Газовые системы Чехии и Словакии со времен существования Чехословакии соединения имеют в большом количестве. Эти две страны получали газ, собственно говоря, уже не только через Уренгой, Помар и Ужгород, но еще и через Северный поток. И были абсолютно уверены в завтрашнем дне, действительно надежно, либо через Балтийское море, либо через Уренгой, Помар и Ужгород, либо через то и другое вместе. Прямого соединения газовых систем Германии и Австрии так и не произошло. Это было рассчитано на подачу газа через Северный поток-2, который так и не ввели в строй. То есть Австрия напрямую из Германии получать не может, может только крюком через Чехию. И сейчас, если вспоминать о Австрии, действительно более 80% по-прежнему поступают из России. Это долгосрочный контракт «Газпрома» с ОМВ, действует до 2040 года. Но в том случае, если прекратятся поставки через газотранспортную систему Украины, у Чехии будут проблемы. У Австрии будут проблемы. Австрия тоже к зиме готовится. Заполнение подземных хранилищ газа на ее территории 93%. Другое дело, что Австрия не может похвастаться такими объемами ПХГ, как Германия. Для того, чтобы не испытывать трудностей, Европейский Союз, сражаясь с зависимостью от России, Германия, сражаясь с Россией, в том же Грайсвальде, куда должны были приходить все северные потоки, организовала регистрационный терминал. Решение как бы логичное, не поступает из моря, будем загружать с моря. Мощность этого регистрационного терминала почти 7 миллиардов кубометров. В том случае, если зимой поставки СПГ будут идти ритмично, можно перезимовать. Так что, достаточно тревожно. Будем смотреть, сохранятся ли поставки. То, что не будет сохранен, не будет продлен договор о транзите, провозглашено всеми украинскими политиками, руководителями всех их энергетических компаний. Поставлять можно и без договора, на основании аукционных торгов можно перенести точку доставки. Если сейчас по Уренгой, Помар и Ужгород доставка на Central Gas Hub Europe на территории Австрии, может быть, можно перенести на текущую границу России и Украины. Какие-то варианты есть, но никаких дискуссий, никакой информации о переговорах мы в открытых источниках не видим. Может быть, какие-то переговоры идут, просто нам не сообщают. Но будем надеяться, что к декабрю месяцу, то есть к тому времени, когда прекратит свое действие договор о транзите, какие-то новости по этому поводу тоже появятся. Повторюсь, меня беспокоит не ситуация в странах Европы, а вот то, что будет происходить в Приднестровской Молдавской Республике. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, в условиях блокировки Ютуба, его замедления, подписывайтесь от греха подальше на наш Телеграм Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для того, чтобы финансово подсобить нашему проекту в процессе импортозамещения на российские ресурсы. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте, что импортозамещение подразумевает возможность подписаться на наш канал в ВК видео и, соответственно, на Рутубе. Ставьте галочки, для вас это несложно, для нас это приятно. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.